Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Марина. Предлагаю со мной сегодня связать вот такую шапку-ушанку. Значит, вязать я буду из пряжи Ярнард Merino Balky. 25% шерсти, 75 акрил. В 100 граммах 100 метров. Так, рекомендуют спицы 7-10. Значит, я связала небольшой образец. Сразу у нас 56 обхват головы. Измеряем по середине длины. Расправим. Вот так, кромочную. Кромочные не считаем. У меня 16 петель в образце. Мы считаем только 14 петель. Кромочные не считаем. Видите, вот она кромочная. Она, в общем-то, завернулась. Ее сейчас и не считаем. 7,4. Значит, 14 петель. Кромочные мы не считали. Считали только 14. В образце 16. Делим на 7,4 сантиметра. И умножаем на 56. 106. Это пока 106. Эта цифра у нас изменится. Распределяем петли по окружности. Я подошла к зеркалу и просто посмотрела, измерила сантиметром, какой примерно ширины я хочу, чтобы был козырек. И это у меня получилось 18 сантиметров. Значит, на ушки я тоже посмотрела вот прям вот таким вот образом. Посмотрела вот где-то 10-11. Ну, наверное, приемлемей будет 11. 11 сантиметров. Это пока все в сантиметрах у нас. На затылочную часть должно уходить примерно от 7 до 12 сантиметров. Почему я вам говорю, что эта цифра изменится? Это все изменится. Мы будем регулировать именно затылочной частью. Чем толще пряжа, вот эта цифра должна быть побольше. У тонкой пряжи эта цифра должна быть поменьше, поскольку у толстой пряжи ушки не такие гибкие. Вот смотрим, вот эта вот плотность 14 разделить на 7 и 4, плотность 1,89. 1,89 в 1 сантиметре у меня петель. Значит, на эту цифру мы умножаем на 11 и получаем 21. 21 петля. Это ушко и ушко. Дальше. То же самое. 14 разделить на 7 и 4 и умножить на 18. Получается 34. Нам нужно везде нечетное количество петель. Тогда берем в большую сторону козырек 35. И вот теперь, собственно говоря, мы отнимем и посмотрим, что у нас получается. Но вот мы сейчас вот это рассчитали, судя вот по этому расчету, да? Но от этой цифры мы отнимаем 10% на усадку по голове. 106, отнимаем 10%. И это у нас 95. Нам нужно четное, в общей сложности у нас будет четное количество. И я округляю его в меньшую сторону. 94. Но усадку я 10, хотелось бы побольше, поэтому все буду округлять в меньшую сторону. 94 петли, значит, вот это количество сейчас мы распределяем. 94 отнимаем 35, отнимаем 2 раза по 21, 42, 2 ушка по 21, получается 42. И получится у нас затылочная часть. И получаем 17. 17 петель это затылок. То есть вы понимаете, да, вот если посмотреть сзади на шапку, вот таким образом выглядит, да, вот эта вот часть будет 17 петель. Вот здесь вот при соединении козырька и ушек у нас уйдут 2 петли. При соединении мы будем провязывать их вместе, кромочные козырька и ушек. Поэтому 94 общих отнимаем 2, у нас остается 92 петли. В итоге у нас в круг образуемо 92 петли. Если вы сейчас скажете, да, почему вот здесь вот усадку мы не учитывали,
Ну, вы сами понимаете, да, что козырек или ушко, ну, они же не будут усаживаться. Они-то будут свисать, собственно говоря, здесь на усадку не нужно. Усадку мы регулируем затылком. Но сейчас мы распределяем вот по этому количеству. Значит, вяжу я спицами номер 5. Вязать я буду одновременно на одной паре спиц. Начну вязать все 3 детали. Все 3 детали я сейчас говорю о козырьке и об ушках. Начну я с козырька. Значит, вы можете вязать, если это у вас моточек, вы можете взять одну нить из середины и одну нить сверху. И должна быть нить еще отдельно. Если вы будете вязать одновременно, ну вы все можете связать абсолютно по отдельности. У нас должно быть сейчас 3 отдельных нити, кто вяжет одновременно. Первую вы возьмите ту, которая у вас длиннее, то есть она должна быть от мотка обязательно. Набор мы начнем делать с козырька. Это 35 петель. Обычным классическим способом я набрала 35 петель козырька. Почему мы первый набираем козырек? Поскольку мы его снимем со спиц немного раньше. Поскольку он такой высоты, как ушки, нет необходимости его вязать. Далее набираем 21 петлю. И вот посмотрите, кто вяжет сейчас со мной одновременно, мы ничего не переворачиваем. Двигаем дальше по спице и набираем 21 петлю. Точно так же на ту же самую спицу. Еще одно ушко. Мы сейчас подсоединяем, ничего не переворачиваем, просто продвигаем по леске и набираем еще 21 петлю. Еще одно ушко. Вот сейчас у нас все 3 набора на спице, козырек и 2 ушка. И вот только сейчас мы поворачиваем и начинаем вязать резинку 1 на 1. Сняли кромочную, начинаем с лицевой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Закончим лицевой петлей. Закончили кромочная, изнаночная. Смотрим дальше. Ничего не переворачиваем. Продвигаем по тросику. И двигаем на эту левую же спицу, ничего не перевернув, следующее ушко. Пока мы не провязываем первый ряд у всех 3 частей, мы ничего не переворачиваем на изнаночную сторону. Второе ушко точно так же. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Закончили. Второе ушко. Опять ничего не переворачивая. Продвигаем дальше. Козырек. Снимаем также кромочную. Начинаем с лицевой. Лицевая. Изнаночная. Начинаем лицевой, заканчиваем лицевой все 3 части. И вот теперь, когда мы провязали все 3 части, первый ряд, вот только теперь мы разворачиваем на изнаночную сторону. И сейчас мы вяжем изнаночную сторону точно так же все 3 части. И только после этого снова поворачиваем на лицевую сторону. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочная, изнаночная, провязали, продвинули дальше по леске, по тросику, подошли к ушку. Теперь делаем то же самое, подвинули вот на эту спицу следующую деталь, сняли кромочную и вяжем изнаночную сторону. Закончили ушко, продвинули снова по леске, по тросику. И следующее ушко, вот последняя деталь в изнаночном ряду. Сняли кромочную и снова провязываем резинку 1 на 1, изнаночную ее сторону. Провязали изнаночную сторону полностью. И вот теперь, когда все 3, вот
посматривайте иногда. Вот когда у вас все 3 нити с одной стороны, все правильно, можете переворачивать. Как сказала, можете вязать по отдельности. Сейчас я вяжу, пока мой козырек не станет высотой 10-11 сантиметров. Вот такой высоты я козырек хочу. И тогда я сниму козырек и продолжу вязать только ушки. Я сейчас провязала лицевую сторону 2 ушек. Мне нужно провязать лицевую сторону козырька. Но я хочу замерить, сколько у меня получилось. А получилось у меня 10 сантиметров сейчас. Даже чуть больше, 10,5. Значит, я должна теперь снять козырек. Вот смотрите, сейчас мы на лицевой стороне козырька. Я провязываю, снимаю одновременно на другую спицу. И убираем пока. Высоты козырька нам такой достаточно. Вот сейчас я сняла козырек на отдельную спицу. У нас остались только ушки. И вот теперь мы еще примерно сантиметра 2 довязываем ушки. Я сейчас провязала несколько рядов. Получилось у меня 13,5 сантиметров в высоту. Этого достаточно, 13-14. Я провязываю эту сторону. И вот это у нас будет затылочная часть. Мы здесь должны добрать 17 петель. Провязываю лицевую сторону одного ушка. Так, провязала лицевую сторону одного ушка, оставила в том же положении спицу. И сейчас мы добираем 17 петель. 3, 4. Набрали 17. В этой руке продолжаем держать. Следующее ушко подставляем. И продолжаем вязать вот этой вот нитью. Так, смотрим. Здесь у нас лицевая и изнаночная. Будет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь тоже будет лицевой закончиться, поскольку нечетное количество набрали. Значит, здесь у нас изнаночная. Чтобы не нарушить рисунок, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, мы провязываем до конца ряда. И вяжем сейчас поворотными рядами еще 3-4 сантиметра, вот теперь уже вместе. На изнаночной стороне покажу сейчас, как их провязать. Лицевая, изнаночная. Так, вот сейчас вот эту нить нужно обрезать. Видите, у этого ушка мы продолжаем нитью от другого ушка. Вот сейчас не перепутайте, что нужно отрезать. Обрезали, чтобы нам не путаться. Можно было сразу же обрезать, как только соединили. Так, изнаночную провязали, лицевая. Далее, так же, как по узору, должно быть изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, провязываем набранные петли по узору резинка 1 на 1, изнаночная, изнаночная, вот, изнаночная, правильно. И далее по узору идет ушко. Итак, поворотными рядами сейчас провязываем 3-4 сантиметра уже вместе с затылочной частью.
И подсоединим козырек. Так, закончила я затылочную часть и 2 ушка, 4 сантиметра. Теперь присоединяем. Так, лицевая к лицевой стороне. Сейчас я козырек перенесу на правую спицу. Так, перенесла козырек. Давайте обозначим начало козырька началом ряда. Пока так. Так, обрезала нить, потому что продолжать мы будем нитью от козырька. Сейчас нам нужно соединить козырек и ушко. Снимаем и распускаем последнюю петлю козырька, переносим на левую спицу. Это, смотрите, у нас здесь лицевая была, здесь у нас 2 кромочных, дальше тоже лицевая. Нам нужно их объединить в одну изнаночную. Провязываем их изнаночной петлей. Провязали. Вот это вот мы потом все спрячем, подтянем и закрепим. Значит, и далее провязываем резинку 1 на 1. Теперь мы вяжем по кругу. В конце мы тоже соединим у начала козырька. Довязала до... Так, не провязываю последнюю петлю у ушка. Приближаю козырек. Пока мы скидываем маркер временно. Последнюю петлю на левую спицу. И тоже вместе их провязываем изнаночной петлей. Провязали изнаночный, раппорт восстановлен. Возвращаем начало ряда перед лицевой, вот после этой изнаночной, перед лицевой. И далее по кругу мы вяжем высоту, шапку, теперь уже ушанку нашу, по кругу, ряд за рядом, той высоты, которая вам необходима, до убавок. Теперь резинка 1 на 1 вяжется, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные, по кругу, перекидывая маркер и так дальше. Мы сейчас будем рассчитывать убавки, как вот нам рассчитать количество убавок, какой высоты, до какой высоты вязать. Значит, у меня 92 петли сейчас, вот как и должно было быть. Вот это, значит, убавки будут по 8 в ряду. Убавлять я буду в каждом ряду. То есть это будут очень быстрые убавки, сразу же закрываем. Это не бини, это не лопата, поэтому закрывать мы будем быстро, быстро закругляться. Поэтому убавки будут в каждом ряду. 92 разделим на 8, будет по 8 убавок в ряду. И мы посмотрим, сколько у нас в итоге получится, для того, чтобы полностью убавить, сколько нужно рядов провязать. Получается это 88 ближайшая цифра и в остатке 4. Что это значит? В 11 рядах мы будем делать убавки в каждом ряду по 8 петель. И в итоге у нас на спицах должно остаться 4 петли. Но мы, конечно же, не будем закрывать до 4 петель, оставим больше, посмотрим, к чему придем. А перед началом убавок провяжу еще один ряд. И вот теперь мы должны обратиться к изделию. Начинаю считать, к примеру, вот от этой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот от этой петли. И получается у нас здесь 7 петель, 7 сантиметров. Вот в 7 сантиметрах содержится 11 необходимых для убавления рядов. Значит, вот я эти 7 сантиметров сейчас умножаю на 2, будет 14. То есть, когда вы сейчас должны примерять, вязать до такой нужно высоты, и когда вот в таком состоянии, у вас вот здесь останется 14 сантиметров, вяжем же мы по кругу, то есть 7 будет в высоту, нужно будет связать, чтобы закрыть. Вот таким образом, когда вы надеваете, осталось 14 сантиметров. Пересчитывайте только, конечно же, и на свои размеры, и по своему вязанию все это. Я показала вам для примера на своем.
Значит, сейчас мы будем делать убавки. Они будут в 4 клина. Мы будем делать убавки возле 4 лицевых петель. Значит, у нас сейчас 92 петли. Отнимаем 4 петли, которые уйдут на те петли, возле которых, вокруг которых мы будем делать убавки. Получается 88. 88 мы разделим на 4 клина. Получается, что между этими петлями у каждого клина должно быть 22 петли. Но между лицевой и лицевой будет начинаться и заканчиваться изнаночными. Значит, будет нечетное количество петель. На лобную и затылочную доли мы выделим по 23 петли между петлями лицевыми, вокруг которых мы будем делать убавки. Соответственно, у боковых частей это будет по 21 петле. Ориентироваться мы будем по средней петле козырька. У нас нечетное количество, поэтому средняя петля лицевая должна быть. Соответственно, значит, вот между петлями, где мы будем делать, вокруг которых мы будем делать убавки, у нас должно быть 23 петли у лобной доли, у затылочной. Вот мы сейчас отмеряем, одна петля, вот она есть. Значит, 22 разделить пополам будет по 11 петель. Отсчитываем по 11 петель. Вот 11 петель. И вот она будет петля, вокруг которой мы будем делать убавку. В эту сторону также. И в эту сторону мы будем делать убавку. То есть 11, 11, 22, 23 петли. Значит, вот здесь у нас между петлями, вокруг которых мы будем делать убавки по боковым частям, будет по 21 петли. Отсчитываем их. И следующая у нас будет петля, вокруг которой делаем убавки. И эта петля у нас тоже будет, вокруг которой мы делаем убавки. Они должны быть лицевыми. Теперь просто проверяем. Вот здесь между этими петлями у нас должно быть 23 петли. Я уже начала ряд, 2 петли провязала. Вот сейчас у нас до петли, вокруг которой мы будем делать убавки, осталось 2 петли. Значит, мы поворачиваем их правой стенкой назад и провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Провязали. Эта лицевая неизменно провязывается. Далее у нас снова 2 петли, мы должны сделать убавки. Они уже стоят правой стенкой впереди, как нам нужно. Мы их провязываем с наклоном вправо. Значит, с одной стороны мы провязали с наклоном влево и разворачиваем к центральной петле. Другую с наклоном вправо. Теперь провязываем, не довязывая до следующего маркера, 2 петли. Останавливаемся, 2 петли не довязали. Снова их разворачиваем правой стенкой назад и провязываем лицевой петлей. Провязываем достаточно туго. Далее лицевая центральная. И эти 2 петли после нее мы разворачиваем с наклоном вправо, провязываем вместе. Далее провязываем, не довязывая до следующего маркера, 2 петли. Не довязали 2 петли до следующего маркера. Снова разворачиваем их. И провязываем за заднюю стенку лицевой, развернув влево. Центральная петля провязывается. Далее следующие 2 петли за переднюю стенку провязываем лицевой, развернув вправо. Далее провязываем по узору, не довязывая 2 петель до следующего маркера. Так, не довязали 2 петли, разворачиваем перед маркером, правой стенкой назад, провязываем лицевой за заднюю стенку. Эту центральную петлю провязываем. Далее 2 петли провязываем за переднюю стенку, нет, без разворота, развернув их к центральной петле. Далее провязываем до конца ряда, провязали до конца ряда, перекидываем маркер. Далее начинается у нас второй ряд убавок, убавки в каждом ряду. Провязываем так, не довязали 2 петли, и сейчас нам нужно провязать их 2 изнаночной петлей, мы их также разворачиваем.
и провязываем обе за заднюю стенку изнаночной петлей. Это неудобно. Провязали. Далее центральная. Далее снова 2 за ней тоже изнаночной петлей провязываем. Туго, достаточно туго. Далее провязываем до следующего маркера. Я вам покажу, как можно по-другому провязать перед центральной петлей петли за заднюю стенку изнаночной. Потому что у меня вот толстая пряжа, мне это неудобно. Вот из тонкой, может быть, будет попроще. 2 не довязали. Значит, нить переводим вперед, снимаем эти 2 петли, развернув на правую спицу, не возвращаем на левую, а поворачиваем работу на изнаночную сторону. И вот эти вот петли сейчас мы за заднюю стенку вот таким образом, видите, провязываем лицевой петлей. Лицевой провязать с этой стороны гораздо легче, чем провязывать изнаночную. Провязали и тоже туго. Повернули работу. И вот теперь вот эту петлю, которая у нас сейчас, мы ее развернув, сразу классикой себе верну, как обычно вяжу. Вернули ее на правую спицу. Провязываем лицевую центральную. Вот эти 2 за переднюю стенку, здесь нет проблем провязать. 2 вместе. Подтягиваем, чтобы закрыть одну петлю другой. Далее по узору провязываем нить вперед. Снимаем их, развернув правой стенкой назад и поворачиваем работу. Либо провязывайте на лицевой стороне изнаночной, но мне проще вот так это делать. За заднюю стенку, видите, как это выглядит? Они сейчас у меня на левой спице, и нить вот где находится. И провязываем лицевой за заднюю стенку, и очень туго. Поворачиваем работу, возвращаем эту петлю, развернув. Вот сейчас она у нас, видите, расположена позади правой стенкой. Я ее снимаю, сразу же развернув, как положено. Далее центральная провязывается, 2 вместе изнаночной за переднюю стенку. Далее до следующего маркера снова мы не довязываем 2 петли. Не довязали до центральной петли 2 петли. Снова нить вперед. Снимаю, развернув на правую спицу, поворачиваю работу на изнаночную сторону. И провязываю их за заднюю стенку лицевой вот таким вот образом. Повернули работу. И сейчас я должна развернуть ее, как я привыкла своей классической петлей, вот таким образом. Центральную провязали. Далее за ней 2 вместе изнаночной. Вы, соответственно, понимаете, да, что если я на этой стороне провязываю лицевой, то здесь она будет изнаночной. Как нам, в общем-то, здесь и нужно. Вот хорошенько подтягиваем, чтобы они друг за друга спрятались, чтобы выглядели как одна петля. Так, далее провязываю до конца ряда. Так, начало ряда я сейчас обозначу вот где-нибудь здесь внизу, потому что в итоге у нас эта петля сократится. Закончился 2-й ряд убавок. И сейчас мы снова делаем убавки. Далее с 1-го ряда будет постоянно повторяться 1-й и 2-й ряд убавок. Сначала мы вместе провязываем лицевой, а потом вместе изнаночный. Так, когда станет неудобно уже совсем, нужно будет перейти на чулочные спицы. Так, я подошла к тому, что у меня везде осталось по 3 петли. Теперь я все эти петли буду стягивать. Так, я отрезала вот такой отрезок нити. И теперь буду стягивать все. Вхожу в противоположную. То есть нить исходит у нас вот здесь. Входим в противоположные петли.
И все их перекидываем на иглу. Так, все петли у нас перекинуты. В общем-то, все замечательно закрывается. Теперь я еще раз прохожу вот в эти же петли, которые мы сейчас нанизывали на нить. Еще раз в них зайду, еще раз пройдусь внутри, дабы хорошенечко закрепить. Переносим на изнаночную сторону. И здесь я ее закреплю где-нибудь узелочком. Опять же в эти петли входя. И спрячу в ряд лицевых петель. Вот так выглядят наши убавки. Вот таким образом. Вот таким образом мы попрячем все оставшиеся концы нитей. Вы сейчас можете оставить это в таком виде, прикрепить здесь на ту высоту, какую посчитаете нужным. Вот так выглядит сейчас наша шапка. Здесь уже есть один шнурок. Вот посмотрите, как он выглядит. Это с внутренней стороны, с наружной. Сейчас перед нами лицевая сторона ушка. Мы должны найти срединную петлю. Вот она у меня. И вот заметьте, вот та нить, которая оборачивает эти петли, вот ее мы будем задействовать для набора. Вот срединная петля и 2 вокруг мы будем поднимать 3 петли. Присоединяем нить. И вот первая петля. Входим в нее и поднимаем петлю. Далее вот в эту срединную входим, поднимаем еще одну петлю. И далее в следующую входим, поднимаем 3-ю петлю. Подняли 3 петли. Посмотрим внимательно. Видите, откуда сейчас исходит рабочая нить. Но мы ничего не переворачиваем, мы двигаем вот таким образом спицу и продолжаем вязать с 1-й петли. Подтягиваем хвостик и придерживаем. Первые ряды провязываем очень туго. Провязали лицевой 1-ю, 2-ю, 3-ю. Делаем то же самое. Подтягиваем петли на другой край спицы и снова провязываем с 1-й лицевой, постоянно по лицевой стороне. Снова подтянем мы сейчас этот хвостик. Снова продвинули петли на другую сторону спицы и провязываем лицевыми по лицевой стороне. И так вяжем мы той длины, которая нам необходима. Я провязала шнурок такой же длины, как и 1-й. Точно так же мы двигаем петли на другую сторону. Начинаем с лицевой, начинаем с 1-й петли, провязываем ее, провязываем следующую петлю и накидываем сверху, как при закрытии классическом. Следующую 3-ю, то есть провязали мы и тоже закрыли сверху предыдущей петлей. Вытягиваем эту петлю, обрезаем, не очень коротко, чтобы можно было вдеть иглу. Подтягиваем, вдеваем в иглу остаток нити. Сюда мы войти не можем, иначе мы ее распустим. Мы входим в противоположную сторону. Вот она петля в противоположную сторону. И по длине шнура
вводим в полость внутрь эту нить. И где-нибудь вот здесь вынимаем иглу и тихонечко, аккуратно протягиваем эту нить, чтобы здесь у нас ничего. Подтянули все и вытянули эту нить внутрь. То же самое вы сделаете и с вот этим при наборе оставшимся концом нити. Вот смотрите, вот исходит у нас нить здесь. Видите, противоположно есть вот такая же вот петля. Вот сначала мы зайдем в нее, а потом в полость. Зашли в полость шнура и точно так же внутрь шнура продеваем и эту нить. Подтягиваем, отрезали лишнее и подтянули ее вниз. Я буду, наверное, еще кетлевать, но покажу это уже отдельным видео. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. Канал Вяжем вместе с Маринос. Всего доброго.